Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Что это такое и зачем они нужны? Всем привет! Итак, начнем с определения. Значит, сварка и наплавка выполняют всю ту же функцию, что и пайка, а именно соединение двух и более деталей путем добавления промежуточного материала. В данном случае возьмем в качестве примера электрод. На сварку и наплавку приходится от 40 до 80% всех восстановительных работ деталей. Такое широкое применение данный способ пришелся из-за ряда преимуществ. Первый и самый очевидный – простота в эксплуатации данным оборудованием. Второе – это низкая себестоимость и высокая производительность. Третье – это возможность восстанавливать детали из любых металлов и материалов. Четвертое – это возможность наращивания нового слоя детали на поверхности практически любой толщины и химического состава. К недостаткам данного способа относятся: первое – это окисляемость металла. Второе – насыщение расплавленного металла азотом и водородом, что в свою очередь приводит к снижению прочности деталей или материала. Третье – разбрызгивание металла. И четвертое – возникновение внутреннего напряжения возле шва. И еще небольшой такой подзаголовочек – это основные виды сварки и наплавки. В настоящее время при ремонте используют следующие виды сварок и наплавок. Первое – это электродуговая сварка и наплавка. Второе – это газовая сварка и резка металла. Третье – автоматическая наплавка под слоем флюза. Четвертое – наплавка в среде защищенных газов. И пятое – электроимпульсная сварка. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Я считаю что моя информация была интересная и полезная. Поэтому подписываемся на канал, бьем в колокол, пишем комментарии, ставим лайки. Если есть какие-то замечания, пишем в комментариях. Если есть у кого-то интересные идеи и предложения, пишите, давайте раскроем и эту тему. Не только по конкретной теме, но и по тем темам, которые я уже рассказывал. Также, пожалуйста, не забудьте сделать репост данного видео, поделитесь данное видео со своими друзьями, коллегами. Будет очень интересно узнать их мнение. Пока что на этом все. Дальше будет только интересней. Всем удачи!